Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я постараюсь донести до вас свою субъективную точку зрения о недавно вышедшей игре Казаки 3. Фоном для нас послужит запись сетевой игры, в которой приняли участие 3 команды по 2 игрока. Формально игра вышла в понедельник, 19 сентября, и уже успела обрасти подписями, патчами и небольшой армией хейтеров. На данный момент около 70% отзывов в Steam положительные, и их было бы еще больше, если бы не ложное ожидание покупателей. Команда разработчиков обещала нам перенести механику первых казаков на новый движок. И это они и сделали. Но что мы видим в отзывах? Люди возмущаются, что это ремейк старой игры, которые нам подали под видом новой. То есть, покупая игру, которая является ремейком старой игры, ты возмущаешься, что игра является ее ремейком. Где логика, люди? Некоторые даже умудряются сравнивать его с казаками вторыми, с которыми просто общего абсолютно ничего нет у игры, кроме названия. Но помимо этого нытья, игра получает и порцию вполне заслуженной критики за наличие багов в стартовой версии. Это уже вошло в непонятную моду разработчиков выпускать в релиз игры, которые не всегда могут даже запуститься на некоторых системах у игроков. GC Game World баги правит их довольно оперативно, и из-за этого возникает еще больше вопросов по поводу того, почему нельзя было провести адекватный закрытый тест или открытый тест, или все-таки из-за чего Steam не пустил игру в Early Access, на котором бы все данные проблемы были бы исправлены, и люди спокойно наслаждались бы своими казачками. Свои предположения по этому поводу вы сможете оставить в комментариях, а мы с вами перейдем к обзору на игру Казаки 3, какими они являются на данный момент. Мне очень повезло. И до захода в мультиплеер я не встретил ни единого бага. То есть компании и случайные карты даже с первых версий игры у меня игрались нормально, а в данный момент, в принципе, у всех нет никаких проблем с прохождением кампании или игры против компьютерного оппонента на случайных картах. А вот с сетевой игрой не все так просто. Недавно вышел патч, который исправил большинство вылетов и багов в сетевой игре, но основная проблема — это хосты, которые ливают из игры, из-за чего выкидывают всех остальных, осталась. Поэтому я советую вам играть либо с проверенными людьми, с которыми вы уже успели поиграть в одну игру, и вы знаете, что они не будут убегать куда-нибудь, не вырубят электричество в комнате, либо только со своими друзьями. Хотя, учитывая скорость выхода патчей, я думаю, что серверную часть поправит к концу месяца. Перейдем к плюсам игры. Приятная графика, хорошее звуковое и музыкальное окружение, возможность поиграть в тех самых казаков на современных системах и получить ачивку «Где два украинца, там 3 гетьмана» — все это есть в данной игре. Разработчики сильно обожглись на выпуске второй части, когда они принесли в игру много новых механик. И из-за этого мы видим в Казаках третьих полную копировочку первой части. Плохо ли это или хорошо, решать только вам. В игре остались массовые сражения как на суше, так и на море. В игре осталось влияние ландшафта на ход битвы. Нам выдали 12 наций с уникальной архитектурой и пообещали подогнать еще 8. Очень мало какая игра сегодня за 12 с копейками долларов способна предложить что-либо подобное. Я лично внимательно следил за ходом разработки, поэтому знал, что можно ожидать от игры. Помня историю Сталкера, знал, какие могут быть баги на старте, поэтому в принципе игрой я остался доволен. Покупать ее или не покупать, решать только вам. Но если вы, как и я, днями и ночами в детстве сидели в клубах компьютерных, играя в казачков, то данную игру приобрести вы просто обязаны. На этом же я вас покину, оставлю вас наедине с парой минут геймплея казаков без моего надоедливого голоса на фоне. Спасибо, что смотрели и слушали. Уважайте свое мнение и мнение окружающих. Удачного вам дня!